Мы сегодня хорошо занимались и получили в награду мороженое, да, Миран? Плохо. Как плохо? Хорошо, тебя Лена хвалила. Говорила, что ты молодец. Опять воздушная тревога. Орет и орет. Недавно один человек написал мне в комментариях, что по сути у Амирана полжизни прошло в военных действиях в Харькове. Полжизни. Куда пойдем? В парк? Да? Да. Хорошо. У нас жарковато, но ничего. Там в парке, в тени деревьев будет, я думаю, хорошо, да, Амиран? Почему плохо? У него Настя спрашивает, когда он приходит к Насте на занятия: Амиран, как дела? Он всегда говорит плохо и хохочет. И хохочет. Вот он такой мальчик наоборот. Ему хочется всегда сказать что-то наоборот, не так, как оно есть. Да, Амиран? Пить хочешь? Нет, без рука. Брись рука? Да. Брись рука. Пойдем. Мы сейчас ехали с Амираном в метро. И хочу рассказать вам одну историю. Пока мы сидели, ждали поезд на скамеечке на станции метро. У нас сейчас интервал между поездами 10 минут, до этого был гораздо больше, а уже несколько месяцев 10 минут. Ну, то есть, пока мы сидели, ждали, рядом с нами сидела мама с девочкой. Девочка лет 5. И вот девочка говорит: мама, а мы еще будем жить в этом доме? Мама говорит: в каком доме? Она говорит: ну здесь, в метро. А мы будем еще жить? А мама говорит: нет, надеюсь, что больше не будем никогда. А девочка говорит: а зимой, когда будет холодно, мы придем сюда жить? По всей видимости, это как раз те люди, которые прожили, у нас были люди, которые жили в метро 3 месяца в 2022 году. И ребенок считает это своим вторым домом на полном серьезе. А Амиран это все слушал, а потом говорит, смотрит так наверх, на потолки на станцию метро и говорит: ого, какой большой дом. На самом деле в такие моменты сердце просто разрывается, потому что дети считают станцию метро уже своим вторым домом. Мы не жили в метро, но тем не менее, мне очень больно от осознания того, что это было, так было, и война еще не закончилась. Нам и так все время говорят: готовьтесь к тяжелой зиме, готовьтесь к тяжелой зиме, зимой не будет ни света, ни тепла, ни отопления, запасайтесь. Кстати, цены на повербанки опять стали расти. На все такое, на генераторы, на повербанки, на всякие печки, на все эти атрибуты уже немножко выросли цены. Это мне рассказали люди, которые... Что? Которые планируют что-то купить. Амиран, что происходит? Это что вы мне показываете? Это гранатомет. Амиран, ты привел мне своих друзей? Нет. Стреляем! Стреляем в него! Так, все, Амиран. Дети играют в войну.
из гранатометов, как вы видели, берут палки, берут кору деревьев и делают имитацию пистолета. Честно говоря, какая жизнь, такие игры. Хочу сказать, что на детской площадке очень много переселенцев. В городе вообще очень много переселенцев. Много за последнее время, много населенных пунктов, которые вокруг Харькова. Ну, не вокруг, а в которых там сейчас идут обстрелы очень сильные. Их эвакуировали в город, в Харьков. И вот они сидят. Я видела несколько женщин, гуляли с детьми. Сейчас сели на метро. Ну, они говорят, что уже пора обедать, надо садиться на метро и ехать домой. Так что в городе стало еще больше людей. Вот я вам говорила про 1,5 миллиона. Я думаю, честно говоря, что будет близиться к 2 миллионам. До зимы, до холодов будет 2 миллиона. Это как минимум, учитывая переселенцев. Так что как-то вот так вот. Амиран, вот я что заметила, он очень быстро находит себе друзей. Мы только приходим на детскую площадку, он сразу же находит, смотрит и сразу бежит, идет знакомиться с мальчиками и объясняется, разговаривают как-то. Ну, он пока разговаривает короткими предложениями, но тем не менее уже разговаривает с ними, контактирует, находит общий язык, и это, конечно же, радует. Учитывая, что мы в садик не ходим, и я не знаю, пойдем ли мы, ну, скорее всего, мы в этом году уже точно в садик не пойдем. Поэтому для нас любое общение – это в радость. У детей должно быть общение. Недавно, пару недель назад, я видела одну маму на детской площадке с ребенком. Она ко мне подошла, мы разговорились. Она говорит: а сколько вашему мальчику? Я говорю: 3,5. А у них мальчику 3,8 было. Ну и они практически нигде не гуляли. Они сначала были дома в 2022 году, потом уехали в деревню, там детей не было. В общем, они вернулись, я так поняла, этой весной. И очень многое потеряли в плане... Ребенок неконтактный вообще, вот он стеснительный, он никому не подходил, ни с кем не заговаривал, вообще еще не говорит. Кстати, проблема с речью сейчас у очень многих детей, возможно, война, конечно, тому виной. Но нужно сделать все по максимуму. Мы дома постоянно читаем книги, читаем стихи. Наша любимая, я всегда говорю, ну, это то, что я знаю наизусть, я очень многие знаю стихи Агнии Барто, Маршака, Чуковского. Я практически все знаю наизусть, мне уже даже не нужна книга. Я так рассказываю про Бармалея, про Муху-Цикатуху и Федорино горе, Краденое солнце. Амирану нравится. Чем больше мы читаем, тем, конечно, лучше. И несмотря на обстановку, я еще хочу, кстати, сказать, я знаю, что меня смотрят мамы с маленькими детьми в том числе, потому что я их, бывает, встречаю в числе своих подписчиков на детских площадках. И вот я вам хочу сказать, что что бы ни происходило, старайтесь все равно заниматься, читать, рисовать. Мы рисуем, хотя кто-то вчера отметил, что Амиран держит вот так вот карандаш. Не вот так вот правильно, а вот так вот. И я вам, кстати, хочу сказать по поводу, как правильно держать карандаш. Там вчера нашлись в комментариях такие, что сказали: ребенок же у вас вообще ничего не умеет. Вы знаете, я когда всю жизнь держала карандаш вот так, как вы, да, как мы все, как в школе, правописание. А потом, когда я поступила в университет на художественно-графический факультет, а карандаш-то как надо держать? Нас переучивали, как держать карандаш. Художники так никогда не держат ни кисть, ни карандаш. Вы должны вот так вот держать. То есть ребенок вчера держал карандаш так, как вот как художник держит правильно. Нужно держать его, я не знаю, на чем сейчас вам показать. Сейчас палочку возьму.
Так вот, все думают, что нужно вот так вот рисовать. Ну, для маленького ребенка возможно. Но когда вы приходите в университет, в высшее учебное заведение, учиться на художника, либо на дизайнера, неважно. Ну, вот что-то связанное с творчеством, и у меня, допустим, был там рисунок, живопись, композиция, цветоведение, искусствоведение, история искусств, в общем. Вам сразу же говорят, вот кто не ходил, ну кто в художественную школу ходил, у тех, конечно же, проще. Я в художественную школу в детстве не ходила, Нора ходила, и ее уже научили. Вот Нора знает, что рисовать нужно, вы берете карандаш вот так вот в руки. И вот таким вот образом вы делаете штрихи. Либо, если это кисть, кисть тоже берется вот так вот, и вот так вот художники не рисуют. Ну, хотя тоже бывают разные экземпляры. Поэтому это все спорный вопрос, как что держать, и было бы это последнее горе. Не на том, вот, к сожалению, зачастую люди в комментариях, я читаю все ваши комментарии, спасибо вам большое за комментарии, но люди не на том делают акцент. Когда мне хочется показать посыл видео, он один, люди начинают как-то мыслить, придираться к каким-то непонятным мелочам, о чем я бы даже не подумала, что вы на это начнете обращать внимание, кто что держит, кто как. А иногда вообще мои слова перекручиваются, искажаются, и люди свои мысли, свои какие-то желания выдают за посыл моих видео. На самом деле дела обстоят совершенно по-другому, и я совершенно другое хотела бы вам показать. Я стараюсь показывать нашу жизнь. Просто нашу жизнь простых людей, простой харьковской семьи в условиях войны. Я стараюсь показать какие-то красивые предметы, которые радуют мне глаз и поднимают настроение. Я стараюсь показать просто то, что бы ни происходило, как бы, знаете, когда с одной стороны, вот, допустим, у тебя идет война, на тебя летят ракеты, а с другой стороны тебя еще пытаются не совсем хорошие люди покусать. А я говорю, все равно говорю и буду дальше говорить, что надо оставаться человеком в любой ситуации. И так и проявляется, наверное, всегда в тяжелых условиях люди проявляются по максимуму. Они показывают себя такими, какими они являются в действительности в жизни. Всем хорошего, доброго, тихого вечера. Мирного обязательно. Сладких снов, кто будет смотреть это видео уже перед сном. Пусть поскорее наступит мир.